Джи Кук в дружбе в опасности? Что Джан Кук просто признался в Джимине, которая оставила армию в слезах? Может ли это быть самым эмоциональным поворотным моментом в истории BTS? Нажмите, прокомментируйте, как и подпишитесь, если вы верите в неразрушительную связь Джи Кук. Потому что то, что вы собираетесь прочитать, может изменить все, что, как вы думали, вы знаете. Голос Джунг Кука слегка дрожал, когда он смотрел в камеру, мягкость в его взгляде, которая чувствовала себя как знакомым, так и недавно хрупким. Комната была тихой, только его дыхание слышалось, когда миллионы ARMS, настроенные по всему миру, ожидая, задаваясь вопросом, что происходит через его сердце. А потом появились слова, которые заставили шоковые волны через фэндом. «Пожалуйста, позаботьтесь о нашей дружбе. Мы с Джимином, мы пережили больше, чем вы знаете». С этой самой секунды атмосфера изменилась. Это был не просто еще один живой. Это не просто случайное упоминание о участнике. Это было похоже на просьбу. Сырую ногу, которая похоронила под годы смеха, воспоминаний и братства. Джан Кук говорил о Джимине раньше, но никогда не понравится. Никогда с этим весом, никогда с этой тонкой печалью, охваченной благодарностью. Как будто он просил что-то, или, может быть, это была защита? Чат взорвался сердцами и вопросами. Было что-то не так? Что-то случилось между ними? Или Джан Кук был просто ошеломлен любовью, которую он чувствовал к тому, кто был рядом с ним на каждом этапе их путешествия, от стажеров в общих общежитиях до глобальных суперзвезд, стоящих под ослепительными огнями? Но на этот раз это было иначе. Это было срочно. Он продолжил: Джимин Хен всегда был там, даже в тишине. Даже когда я не знал, что мне кто-то нуждался, он заметил, когда я устал. Он знал, когда я заострился, и он всегда напоминал мне, что меня достаточно. Его голос взломал на этой последней строке. Эмоции были безошибочными. Он остановился, посмотрел вниз, затем улыбнулся. Горько-сладкая кривая губ, которые говорили объемы. Иногда люди не видят, чем мы делимся. Они неправильно понимают это. Они переоценивают. Но для меня Джимин — семья. И иногда я чувствую, что люди забывают, что дружба тоже может быть священной. Вес его слов обосновался глубоко в сердцах армии. Это была не просто случайная дань, это было откровение. Напоминание о том, что среди хаоса славы и ожиданий все еще жила глубоко человеческая связь, труда, деликатная и яростно защищенная. Что заставило Джан Кук говорить сейчас? Почему этот момент? Почему это внезапное желание попросить армию помочь позаботиться о дружбе, которая длилась более 10 лет? Поклонники начали спекулировать. Было ли это недоразумение, слух или, возможно, тонкий ответ на растущие повествования в интернете, которые противопоставляют друг друга, разрывая то, что они так нежно построили? «Я знаю, как сильно вы заботитесь о нас», — прошептал Юнкук, блестящие глаза. «Но я спрашиваю тебя, не позволяй твоей любви к одному из нас ненавидеть к другому. Джимин Хьюнг этого не заслуживает. Никто из нас не делает». Комментарии затоплены извинениями, признаниями, декларациями любви и обещаниями защитить облигации Джи Кук любой ценой. Некоторые плакали, некоторые остались молчаливыми, но все почувствовали вес того, что было сказано, потому что Джун Кук редко открывался так, и когда он это сделал, это означало, что что-то волнует. Было ли это спокойствие перед штормом, или нежным напоминанием о том, что штормы уже прошли, и пришло время для исцеления? Джан Кук откинулся назад, посмотрел на потолок и сказал: «Были ночи, когда я спрашивал все, но Джимин всегда был рядом, чтобы закрепить меня, и теперь я хочу быть для него тоже». Эти слова, так простые, но такие тяжелые, прорисовали приливную волну эмоций. Арми сначала делится своими любимыми моментами Джи Кук. От старых интервью, где Джимин держал за кулисы Джунг Кука, когда он нервничал, до клипов Джан Кук спокойно приспосабливали микрофон Джимина или вытирая что-то с его лица. Все эти мягкие, почти незамеченные жесты внезапно приобрели новый свет.
Это были не просто моменты фан-сервиса, это были проблески дружбы, которая вывела испытание временем и давлением. Просьба Юнгкука была не только для Джимина. Это была просьба для всех из них, для каждого члена, для наследия BTS и облигации, которая сшивала их вместе. Но особенно для того, кого он назвал «человек, который знает мое молчание лучше, чем мои слова». И как раз тогда, когда фанаты подумали, что он сказал все это, Джангкук наклонился ближе к камере и спросил: «Вы пообещаете мне? Вы поможете защитить эту дружбу? Не только сегодня, но всегда». Экран дрожал от волн эмоций. «Да. 1000 раз, да». Арми со всех сторон земного шара набрала, плакала и прошептала обещание в ночь. Но вопрос все еще висит в воздухе: почему сейчас? Было ли это предупреждение, сообщение или просто момент чистой любви? Одно можно сказать наверняка: слова Джангкук будут повторяться через фэндом на долгие годы. И пока живет Бон Джи-Кук, то и сердце БТС. Итак, как вы думаете, армия? Вы верите в дружбу Джи-Кука? Вы когда-нибудь видели момент между ними, который тронул вашу душу? Отбросьте свои мысли в комментариях. Как эта история, если ваше сердце все еще бьется после прочтения, и подпишитесь на большее количество историй, которые притягивают вас глубже в сердцебиение BTS. Давайте навсегда защитим эту связь. Ему не нужно было плакать, чтобы весь фэндом почувствовал шторм, который тихо бушевал внутри него, как его взгляд смягчился, когда он упомянул имя Джимина, то, как его голос колебался, шаткий и неопределенный перед каждым предложением, как будто измеряя эмоциональный вес каждого слога. Джангкук не был просто вспоминал, он говорил из раненых мест, возможно, даже неправильно понято. И армия почувствовала, что это как удар по кишке. Потому что самые сильные узы не всегда громкие. Иногда они шептали между этапами, скрытыми в общих взглядах или спрятаны за половинами. И когда эта тишина ломается, она ломает всех. Вы знаете, сколько раз Джимин Хен давал мне силы, не сказав ни слова? Юнгкук пробормотал, глаза не сфокусированы, почти как будто он разговаривал с собой. Когда мы дебютировали, я был просто ребенком. У меня было так много страхов. Я так много не понял. Я легко перегружен. Были дни, когда я даже не хотел покидать общежитие. Но он заметил всегда. То, как он сказал это, всегда, было похоже на священную истину. Клятва давно проходила между братьями. Это был не первый раз, когда Джангкук с любовью говорил о Джимине, но на этот раз это звучало так, как будто он сохранял что-то, как хрупкая фотография, сохранившаяся от элементов, как воспоминание, слишком священную, чтобы позволить миру разрываться. Что случилось за кулисами? Какой шепот достиг ушей Джангкука, что заставило его почувствовать необходимость говорить так? Это были фанаты? Было ли это подавляющее давление, которое часто распространяется на спекуляции и ненужные сравнения? Или это была просто естественная боль того, кто наблюдал за тем, как его ближайший друг слишком много раз понял? Джангкук не сказал. Ему не нужно было. Боль уже была там, нарисована на его лице, как тихий синяк. «Иногда люди забывают, что мы люди», — добавил он. «Они пишут в них истории без правды. Они скручивают моменты, которые мы делимся. И они забывают, что то, что у нас есть, реально, не для камер, не для производительности, а друг за друга». Тяжесть в его словах пробилась сквозь фэндома. Сообщения начали появляться на платформах, большие нити признательности, фанаты их самых сердечных моментов, эмоциональные буквы, написанные как Джангкук, так и Джимин. Мир остановился, чтобы послушать. Потому что, когда Джангкук открывает свое сердце, он не просто говорит, он истекает кровью. И на этот раз он кровоточил за Джимина. Затем он улыбнулся, широко, но искренней. Джимин Хинунг — один из самых добрых людей, которых я знаю. И я просто хочу, чтобы он знал, что независимо от того, что происходит, у меня его всегда было, как у меня всегда имел меня. Там это было снова, это тихая преданность.
Вид лояльности, которая не нуждается в громких объявлениях. Вид дружбы, которая стоит на вашей стороне в самый темный час, не просят. Как наблюдала Армис, тысячи прошептали: «Мы тоже тебя достали». И Джон Кук продолжил, сдвинувшись на его место. Мы выросли вместе, литерально. Мы были подростками, когда встретились. Мы видели, как друг друга падают, плачем, смеются и встали. Он снова сделал паузу, глубоко вдыхая. Я просто надеюсь, что люди не пытаются испортить то, что они не могут понять. Тишина упала на фэндом. Это было похоже на завуалированное предупреждение. Не против кого-либо конкретно, а против шума, спекуляций, разделения, которое иногда проскальзывает даже в самые жесткие общины. Потому что даже самая сильная дружба нуждается в защите. Даже самые священные связи могут быть хрупкими перед лицом общественного давления. Был ли это момент расплаты для фэндома? Напоминание о размышлении, чтобы поддержать любовь, а не тщательно.